Добрый день, друзья! Сегодня 14 мая. Прошло 5 дней с сильных заморозков, которые были на юге Московской области. И сегодня я хочу показать, как восстанавливаются мои растения. Стоит ли волноваться, стоит ли бежать пересаживать и что нужно сделать. Во-первых, я хочу сказать, что в первое же утро после заморозков и в первое, и во второе утро я с 5 до 9 утра ходила по участку с пульверизатором и обрызгивала все растения, все деревья, все кустарники. И, конечно же, обрызгивала теплицы. Обрызгивала я эпином и в основном эпином, но когда эпин закончился, обрызгивала цирконом. И что у меня получилось? Самое пострадавшее растение в теплице – это вот этот кабачок. Он рос у меня в ящике. Из-за того, что он был в ящике, у него корневая система сильнее остыла, чем в земле. Он пленкой оказался не накрыт. Но вот этот кабачок я показывала, он был полностью проморожен, он был стеклянный. Он отошел. Не отошли листья. Листья выглядят вот так, а некоторые я даже обрезала, потому что они засохли. Но в целом растут вот тут новые листочки, растут они нормальными. Вот они, листочки, растут вот серединки. Растет и восстанавливается он на глазах. Так что подмороженные кабачки, если у них живы серединки, не стоит сразу выбрасывать и выкидывать, а стоит немножко подождать, полить их тепленькой водичкой. И вот он уже цветет. Правда, это цветет мальчик, но все равно цветет. Потом у меня были подморожены сильно вот эти помидоры. У них видны верхушки. Вот, листья подмороженные. Причем в одном ряду вот здесь был подмороженный кустик, и здесь подмороженный, но этот практически весь восстановился. И этот был подмороженный, но тоже практически восстановился. Вот у каких-то остались подмороженные немножко листочки, и они свернулись. Но я хочу показать, я вчера пообрывала пасынки, но специально оставила, чтобы показать. Смотрите, какие мощные, сильные пасынки. То есть корни у растения работают. И работают хорошо. И если растение вот таким образом посажено на пленку, то корни, и был солнечный день, то растения корни не промерзли, не замерзли. И эти корни, они вытягивают растения дальше. Самый сильно пострадавший помидор у меня был вот этот. Вот этот помидор, пасынки я у него уже оборвала. Вот у него такие листья. Видно, что он пострадал сильнее всего. Но и даже у него уже вот она, зеленая макушка. И эта зеленая макушка говорит о том, что, в общем-то, все хорошо. Что растение дальше будет расти. Дыни, которые росли вот тут с краю грядки, вот уже выход из теплицы, не заметили мороза. Что одна, что там вторая. Дыни оказались самыми морозостойкими. Так, потом, как себя чувствуют огурцы. Сейчас показываю самые сильно пострадавшие. Это с краю, причем вот она дорастет дыня. Ничего у нее не замерзло. И вот рядом растет огурец. Огурец самый морозонестойкий, самый морозонелюбивый. Вот они листики. Но, смотрите, пошли пасынки. Здесь не очень заметно. Вот куст второй, который тоже пострадал. Видно по нему, как он замерз. Я посадила новые семена в землю, в стаканчике. И если эти кустики пропадут к моменту, когда те семена превратятся в растения, а будет это где-то через недельку, то я, конечно же, пересажу. Но я увидела, опять-таки, благодаря тому, что корни-то работают, и эти корни вытаскивают растения. Смотрите, какие пошли пасынки. Это сорт Маша. Сорт или гибрид Маша. Предыдущий, кстати, был всем на зависть. Всем на зависть, но такой хиленький. Вот еще один тоже. Так, хочу показать вот эти огурцы, которые остались не промороженными. Вот они прекрасно растут. Это Шоша, это Далила.
Есть те, которые уже цветут вовсю. Это Маша. Такая же Маша, как там подмороженная. Вот она цветет. Ну и самое главное, те огурцы, которые у меня росли в ящике, я их не поставила в угол теплицы на удивление. Мозгов хватило. Они у меня стояли в центре теплицы и не промерзли от слова совсем. Вот они такие растут. Им все нравится. И вот тут у них висят огурчики. Мы их сегодня обязательно сорвем. А тут маленькие еще огурчики. То есть с огурцами, помидорами все вообще замечательно. Про зеленые культуры я просто молчу, потому что зеленые культуры, вроде как салаты, петрушки, сельдереи, они, даже вот пекинская капуста, с ними все хорошо. Что касается арбузов, то они, такое ощущение, что притормозились. И очень сильно притормозились. Они не растут. Вот они как были, вот так они и выглядят. Вот когда я прихожу, и вот эта часть большая нарастает, потому что каждый раз я их прикручивала. И сейчас вот эта часть не нарастает от слова совсем. Кстати, хорошо мороз перенес базилик, на удивление. Базилик, который вроде бы теплолюбивый. Но и у арбузов я обнаружила, вот, снизу пошли новые, более темные, более зеленые побежки. Посмотрим, вот еще неделька пройдет. У меня, конечно, есть на замену. Вот он, маленький арбузик. У меня, конечно, есть растения на замену, но не хочется, конечно, выкидывать. Вот они такие ежики. Исходя из того, что листики вот так завернулись, почему? Скорее всего, не хватает влаги. Здесь было очень сухо. Вчера я, за 4 дня, у нас очень солнечная погода. И вчера я поливала все, кроме арбузов. И арбузы я полила уже только вечером. Скорее всего, ему не хватает влаги. Теперь хочу показать виноград. Виноград я обломала все побеги без кисточек и обломала все подпорченные побеги, но они, кстати, тоже были без кисточек. И что у меня на винограде осталось? Раз, два. Вот тут маленькие, возможно, кисточки не пойдут, я тогда тоже обломаю. Посмотрю. Вот одна хорошая кисточка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И тут две, восьмая, девятая. Побег трехлетний. Вот смотрите, я оставила такие длинные лозы, за которые меня ругали, что их аж 3 штуки. И сказали, что у меня будет лес. Но побегов-то, как оказалось, осталось немного. И я постараюсь их развести. Вот здесь большое пространство, здесь нет ничего. А здесь кучка, где растут сразу много. Я их разведу вот так в сторону. Этот в эту сторону. И в крайнем случае какие-то прищипну. Постараюсь сохранить кисти, потому что очень хочется попробовать виноград. Какой сорт, я не помню. Но я попытаюсь найти коробку. Не могу найти пока коробку. Куда-то положил, найти не могу. Сейчас покажу вторую теплицу. Во второй теплице у меня ощущение, что здесь стоят морозостойкие культуры. Про пекинскую капусту я молчу. Но посмотрите на эти дыни. Вот моя рука, а вот дыня. Я вчера их попривязывала к веревочкам, точнее, обвела вокруг веревочек. Вот пошли пасынки третьего порядка, на которых, в принципе, уже могут быть и женские цветочки. Вот это баклажаны. Баклажаны тоже были очень сильно подсохшие из-за жары. У них пленки не хватало на всю длину, на всю ширину земли. И влага сильно испарилась. И выглядят они, конечно, желтоватенько, но, мне кажется, тоже улучшаются. Это баклажан Валентина, такие длинненькие. А вот, кстати, он уже один цветет. Точнее, еще не совсем цветет, но бутончик уже есть. То есть баклажаны пережили морозы прекрасно. Где-то там на той стороне был один баклажанчик, который
у которого подмерз один листик. Сейчас я до него дойду. Вот тут у меня растет киви, вот он примерз. Надо было на него, конечно же, положить. У него были бутоны, бутоны отвалились, замерзли. Но поскольку есть зеленые листики, я надеюсь, что нарастет. Вот этот тот самый баклажан, про который я снимала шорт, что он растет у меня отдельно на подоконнике, в то время как все остальные росли на балконе. У него были такие сильно корявые листики. Вот так он выглядит сейчас. Он отличается, конечно же, от остальных, но листики уже не такие корявые, уже более расправленные. Это баклажаны каратая. Вот он, один листик, который подмерз. Да, вот в этих местах он сухой, а так живой. Еще заметила, интересно, вот эта фицефалия, а вот это подвойфера. Смотрите, они все отвернулись в сторону севера. Там у меня север. Если дыни все поворачиваются к югу, вот так вот, да? Вон, к югу они смотрят на юг. Вот, они все смотрят на юг. Как бы я, конечно, вчера закручивала, но даже закрученные, они все равно через какое-то время начинают смотреть на юг. А подвойфера смотрит на север. Так что если у вас, не дай бог, заморозки, то, конечно же, нужно обрызгать типином, конечно же, нужно утеплить теплицу, конечно же, нужно не расстраиваться. В большинстве своем культуры заморозок переживут, на то она и теплица. Вот люди некоторые говорят, не сажайте так рано. Но ведь теплица для того и сделана, чтобы сохранить растения в случае форс-мажора, в случае мороза. На улице я растения рано не сажала. Я вот только вчера мы высадили помидоры, сегодня буду высаживать перец, потому что на улице плюс 20 и очень жарко. А ведь теплица для того и создана, чтобы мы получали ранний урожай. Так что я не могу насмотреться, налюбоваться на это чудо. Оно цветет. Так что всем хороших урожаев. Я надеюсь, что у всех растения также восстановились, как и у меня, а может быть даже лучше. И всем хорошего дня. Пока-пока.